Где больше всего шансов найти ценный клад? По логике вещей он должен быть напичкан спрятанными сокровищами. А что же там сейчас? Может, там еще есть клады? Где больше всего шансов найти ценный клад? Очевидно, там, где жили когда-то богатые люди. А где у нас издавна обитали самые богатые и знатные люди страны? Конечно, в Московском Кремле. Ценности обычно прячут во время каких-то драматических событий – войны, революции, восстания, осады. И таких в истории древнего сооружения Москвы было предостаточно. По логике вещей, Кремль должен быть напичкан спрятанными сокровищами. И действительно, клады на территории Московского Кремля находили неоднократно. Но тот, о котором я расскажу сегодня, самый крупный из них. Во всяком случае, пока. В 1988 году проводились ремонтные работы в 100 метрах от Спасской башни в юго-западной части 14-го корпуса. Это здание Президиума Верховного Совета СССР. И вот, 17 мая на глубине 5 метров был обнаружен клад, который получит название Большого Кремлевского. Что в нем было? В истлевшем деревянном сундуке, от которого остались лишь металлические крепления, обнаружили серебряные украшения, перстни, медальоны с изображением архангелов, браслеты с изображением фантастических животных, шейные и денежные гривны. Кроме того, такие редкие, как колты, рясны, височные кольца. Всего 287 предметов, как русского, так и скандинавского и персидского изготовления. Их ценность говорит о том, что они могли быть частью государственной казны. Сколько лет кладу? Изделия датируются концом XII – началом XIII века, а значит, они были закопаны не ранее. Смотрим, какие исторические события могли заставить спешно прятать казну, и находим одну очень подходящую дату. В 1238 году Москва была разорена ханом Батыем. Впереди было 300 лет татаро-монгольского ига. Взятию города предшествовала пятидневная осада, а значит, было время, чтобы обитателям Кремля спрятать ценности. Кем же были эти обитатели? За 2 года до событий Юрий Всеволодович, сын Всеволода Большое Гнездо, отправил на княжение в Москву своего сына Владимира. Именно Владимиру и пришлось оборонять город. Возможно, именно он и приказал зарыть серебряный запас, чтобы ценности не стали добычей врага и чтобы было на что восстанавливать Москву. Увы, этим планам не суждено было сбыться. Город будет взят, князь Владимир пленен, а позже показательно казнен у стен другого русского города – Владимира. Итак, в чем историческая ценность клада? Во-первых, мастерство, с которым изготовлены изделия, заставило по-другому взглянуть на уровень развития ювелирного дела в домонгольской Руси. Во-вторых, место обнаружения говорит о том, что именно в этой части Московского Кремля, а именно на юго-востоке, вероятно, располагались царские палаты в древности. Это подтвердит в 1991 году еще одна находка, всего в 60 метрах от Большого Кремлевского клада, с похожими предметами. А что же там сейчас? Может, там еще есть клады? Как я уже сказала, клад был найден в здании Президиума Верховного Совета. Оно было возведено в 1934 году. Именно оно изображено на 500-рублевой купюре 1993 года. А еще долгие годы было фоном для новогодних обращений президента. Однако сейчас здание не существует. Его снесли в 2016 году. Официальной причиной было намерение вместо не представлявшего художественной ценности новодела воссоздать Чудов монастырь, существовавший на этом месте с 1365 по 1929 год. Однако монастырь так и не воссоздали. Да это и невозможно, так как о нем сохранилось крайне мало точных данных. Зачем же на самом деле разобрали 14-й корпус? Ведь противников его демонтажа было гораздо больше, чем сторонников. Не в том ли причина, что надеялись на еще более значимые находки в земле под ним? Как бы там ни было, археологи воспользовались такой невероятной возможностью. Они раскопали не только фундаменты Чудова монастыря и церкви митрополита Алексия, но также нашли часть Малого Николаевского дворца и обнаружили кладбище при Михаило-Архангельском соборе. На этом месте создан уникальный археологический музей, где каждый желающий может самостоятельно рассмотреть культурные наслоения разных эпох через застекленные археологические раскопы.